Самой дорогой футбольной наклейкой Panini это джекпот. Ну что, друзья, кажется, начинается самая большая футбольная коллекция этого года FIFA World Cup 2026. А меня зовут Юля, я приветствую вас на моем канале Panini World, наклейки и карточки. До чемпионата мира еще есть время, но коллекция Panini уже стартовала. Давайте скорее посмотрим, что у нас сегодня на обзоре. И это альбом хардкавер и железный тин на 8 пакетиков. Давайте его посмотрим с обратной стороны. Здесь у нас также есть еще варианты других метал тинов в разном наполнении по количеству пакетиков и разных цветов. Вот такие вот у нас с вами должны быть пакетики. И в этом году у нас будут бирюзовые рамки для наклеек. Ну что, давайте его откроем. И за каждый пакетик я буду рассказывать один интересный факт о коллекции и о самом чемпионате. Вау! Вау, ребята, какой он приятный! Такой металлический. Ну что, готовы? Открываем, посмотрим, вдруг там есть что-то еще помимо пакетиков. Ух ты! Здесь у нас с вами 8 пакетиков. Давайте посмотрим. Все они одинаковые. И вот так вот они все переливаются. Как же красиво. Ну что, ребята, давайте не будем тянуть и будем открывать пакетики. Вообще с этим чемпионатом мира у нас будет многое впервые. И вот вам первый факт. Этот чемпионат мира станет первым в истории, который пройдет сразу в 3 странах. Это у нас будет Канада, Мексика и США. Ну что, давайте его откроем. Немножко волнительно, попадутся ли специальные блестящие стикеры. Вау! Ребята, я не знаю всех игроков поименно, поэтому если вы видите своего любимого игрока или игрока из вашей страны, пожалуйста, ставьте лайки, ставьте плюсик, что вы нашли своего любимого игрока, что он мне попался сегодня. Вот такие вот ребята, все красивые. У нас, кстати, в каждом пакетике целых 7 наклеек. И это очень радует, потому что в коллекции наклеек в целом будет очень много. Ну что, первая 7, а мы с вами идем дальше и будем открывать второй пакетик. И второй факт, соответственно, у чемпионата мира 2026 сразу 3 талисмана, 3 маскотс. Это лось Мейпл, ягуар Заю и белоглавый орлан Клатч. И я очень надеюсь, что мне они попадутся в этом пакетике. И желательно специальным блестящим стикером. Вау, ребята, что-то такое оранжевое. И до этого такого не было. Просто, наверное, какая-то информация. Я уже обрадовалась, может быть, какой-то специальный стикер. Вот такие вот ребята нам попались, вот такие вот игроки. Мне нравятся все команды, и я желаю, чтобы победил, конечно, сильнейший. У меня есть мои любимые игроки из разных стран, и я о них скажу чуть позже, но, тем не менее, я всем желаю честной победы. А мы идем с вами дальше, и у нас с вами 3-й пакетик. И 3-й факт. На World Cup 2026 впервые сыграют целых 48 сборных вместо 32, а количество матчей станет рекордным. 104 игры вместо 64. Ребята, сколько же приятных матчей, интересных матчей нам с вами предстоит посмотреть. Ну что, давайте смотреть дальше. Вот такие вот нам попались игроки. Ребята, напишите, пожалуйста, из какой вы страны. Или если ваша сборная, к сожалению, не попала на чемпионат мира, напишите, пожалуйста, за какую страну вы будете болеть. Ну что, вот такой вот у нас 3-й пакетик пока что. К сожалению, ни одной блестяшки, но мы будем надеяться. И берем 4-й пакетик и
Четвертый факт. Ребята, впервые эмблема чемпионата мира 2026 выглядит очень необычно, потому что впервые в истории FIFA в логотипе используется настоящее изображение Кубка мира, а не стилизованный рисунок. И мы с вами чуть позже подробно на это посмотрим. А пока что давайте посмотрим на наклейки, которые у нас в этом пакетике. Я вижу, ребята, смотрите, что-то сверкает. Давайте же до него быстрее дойдем. Вот такие вот наклеечки. Вау! Это же эмблема команды Австралии, ребята. Да, Австралия номер 1. Класс! Класс, это моя первая блестяшка. Я заметила, что мне не один раз уже попались игроки из французской команды. Классно. Итак, идем дальше. И у нас с вами пятый пакетик. И пятый факт. Коллекция Panini будет, ребята, самой дорогой в более чем 50-летней истории коллаборации FIFA и Panini. Потому что в этой коллекции будет около 1000 стикеров, плюс параллели. И некоторые фанаты уже назвали World Cup 2026 самым дорогим альбомом Panini в истории. Давайте посмотрим, может быть, нам что-нибудь попадется. Я только сказала, нам что-нибудь попадется, и уже что-то там сверкает и блестит. Вау! Так, вот так, вот так это будет. Ребята, это Federación Colombiana de Fútbol. Это эмблема команды Колумбии. Класс, вот это удача. Второй пакетик приносит мне блестяшку. Как здорово. Вот такие вот игроки. Итак, идем дальше. Как много наклеек, очень-очень приятно. А у нас с вами шестой пакетик. И так как мы уже с вами говорили о том, что эта коллекция будет одна из самых дорогих, мы даже с вами не можем представить, что то, что когда-то стоило пару центов, вот в таком пакетике, сегодня может стоить сотни тысяч долларов. И вот вам следующий факт. Самой дорогой футбольной наклейкой Panini считаются руки-стикер Диего Марадонны 1980 года, когда он играл за Argentinos Juniors или Argentinos Juniors. И в 2021 году одна из таких наклеек была продана примерно за 555 тысяч долларов. Ребята, вы представляете? Открываем пакетик. Вау. Еще одна блестяшка, вау! Так, здесь у нас, я так думаю, Южная Корея, да? Вау, эмблема Шотландии, да? Скотланд у нас Шотландия получилась. Две блестяшки, это джекпот, ребята! Да, вау, это очень круто, это, наверное, одна из первых наклеек, да. Посмотрите, у нас есть половина кубка, какой же он красивый, как переливается. Так, посмотрим дальше на наших игроков. Вот такие вот красавцы-мужчины. И вот какой-то такой непонятный еще дополнительная информация. Итак, мы идем с вами дальше. И у нас уже с вами седьмой пакетик. И факт номер 7. Ребят, теперь в Panini World Cup 2026 можно вытянуть не просто наклейку, а ультра-рея параллель, которая встречается в сотни раз реже обычного стикера. На 100 пакетиков может попасться лишь всего одна такая ультра-рея параллель. Конечно, я не мечтаю. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы она мне сегодня попалась. Но, честно сказать, я в восторге и от того, что у меня уже сегодня есть. Какие мне наклейки сегодня попались, я очень-очень рада. Интересно, конечно, будет посмотреть, попадутся ли какие-то повторы, потому что в коллекции очень много наклеек. Интересно, будут ли повторы на 8, всего лишь на 8 пакетиков. Ребята, ну а у нас с вами 8-й пакетик. И 8-м фактом мне бы хотелось сказать, что история Panini началась в Италии в 1961 году. Но настоящий прорыв произошел в 1970 году, когда Panini выпустила официальный альбом чемпионата мира FIFA Мексико 70. Именно после этого World Cup стикеры стали мировой сенсацией. И сейчас мы их с вами так любим
и очень-очень много коллекционеров у нас по всему миру. Всем коллекционерам и любителям футбола я передаю привет. Итак, вот такие вот еще 7 стикеров. Ну что, ребята, давайте с вами сейчас посмотрим альбом и будем вклеивать игроков в их команды. Давайте посмотрим на альбом поближе. Этот альбом сделан в виде книжечки, хардкавер. И помимо такого альбома есть еще два альбома хардкавер. Это золотой альбом, назовем его так, и серебряный. Вот эта центральная часть окрашена в соответствующий цвет. Достаточно редкие альбомы, и если он у вас есть, я вас поздравляю, он действительно очень красивый, но я решила остановиться на этом альбоме. Цена его 12 евро. И он достаточно классный, очень красочный, очень качественно, хорошо сделан. Давайте смотреть, что у нас внутри. И здесь мы с вами видим обращение президента FIFA Джанни Инфантино, который и говорит нам «Enjoy the collection, enjoy the tournament and may the best team win». Действительно, пусть победит лучшая команда. А как у нас сыграют команды в самом начале, у нас здесь очень хорошо приведена шкала и ранжирование по группам. В этот раз у нас будет целых 12 групп, по 4 команды в каждой группе. Помимо этого у нас есть еще интересная информация о победителях ранних турниров. Смотрите, какие они. И небольшая информация по стикеру, да, что мы конкретно увидим на каждом стикере про каждого игрока. Итак, давайте смотреть, что же у нас здесь конкретно есть. С этого разворота мне попался вот такой вот кусочек официальной эмблемы. Давайте его наклеим. А также здесь у нас еще будут официальные талисманы и еще официальный слоган. Но, к сожалению, пока что не попался, но обязательно, я думаю, попадется. Давайте смотреть дальше. Здесь у нас должна быть наклейка с официальным мячом, а также 3 наклейки с странами, которые принимают этот чемпионат мира по футболу. Это Канада, и здесь перечислены стадионы, на которых у нас пройдут эти матчи. Дальше у нас Мексика и США. Ну что, давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Ребята, какая же у нас здесь с вами полезная информация. Смотрите, здесь распределены уже по датам и времени страны, которые сыграют в первом отборочном туре. И смотрите, у нас открывает чемпионат мира 11 июня 2 страны. Это Мексика и Южная Африка. И в этот же день у нас сыграет Корея, Южная Корея, да, и Чехия. Вау, это очень интересно, и это действительно очень полезная вкладка в альбоме. Итак, давайте смотреть, что же у нас дальше. Здесь у нас информация, что можно скачать приложение и создать свой собственный диджитал стикер. Это очень интересно, надо попробовать. И здесь еще информация о том, что у нас есть экстра параллели, про которые я говорила, очень редкие параллели, которые могут попадаться всего одна наклейка на 100 пакетиков. Да? Это действительно очень большая редкость. Помимо обычных стикеров у нас будет бронзовый, серебряный и золотой. Да, это действительно очень интересно. Коллекция сложно собираемая, если учитывать все даже экстра стикеры, да. И дальше у нас идут команды. Сейчас будем смотреть, кто же нам попался, основываясь на вот этом распределении. В целом здесь листы будут сделаны точно так же, в таком же порядке, как у нас идет здесь в шкале ранжирования. Итак, у нас первая группа, это группа А, в ней у нас Мексика, Южная Африка, Корея и Чехия. И здесь мне попались игроки из 2 команд, это Южная Корея и Южная Африка. Давайте их наклеим. Ну а дальше у нас с вами идет группа Б, это Канада, Босния и Герцеговина, Катар и Свизланд. Но здесь, к сожалению, у меня попался всего лишь один стикер, и это игрок из Боснии и Герцеговины. Давайте его добавим. Ребята, ну а дальше у нас самая настоящая группа смерти. Это группа С. Здесь у нас Бразилия, это уже топ. Здесь у нас Марокко, а это сенсация чемпионата мира 2022, полуфинал, мы помним. Шотландия, очень сильный соперник. И здесь, мне кажется, может быть самый неожиданный вылет топа и достаточно непредсказуемый результат. Так, давайте смотреть, какие же игроки, какие команды мне здесь попались.
Ребята, целых 4 стикера добавляется Шотландии и 3 стикера идут в Гаити. Давайте их наклеим. Ребята, ну а мы с вами продолжаем. И следующая группа у нас группа D, USA, Парагвай, Австралия и Турция. Давайте посмотрим, что же мне здесь попалось. Итак, давайте смотреть. Есть один игрок из Парагвая, целых 2 стикера из Австралии и из Турции тоже 2 игрока. Ребята, я около 3 лет жила в Турции, и поэтому, конечно, Турция это одна из команд, за которую я буду болеть и которым я желаю огромного успеха в победе в этом чемпионате мира. Давайте их добавим в альбом. Ребята, ну а дальше у нас с вами идет группа И. Как мне кажется, это одна из самых лайтовых групп, где у нас Германия, Куракау, Кот-д'Ивуар и Эквадор. И из этой группы, и из Куракау плюс 2 наклейки. Идем их клеить. Ребят, ну а дальше у нас с вами группа F. Это Нидерланды, Япония, Швеция и Тунис. Давайте смотреть, что же здесь попалось. И здесь у нас есть представители целых 3 стран. Это Япония, 1 игрок, 2 игрока из Швеции и еще 2 игрока из Туниса. Давайте их приклеим. Давайте смотреть дальше. У нас здесь команда G. Это Бельгия, Египет, Иран и Новая Зеландия. И здесь у нас с вами всего лишь 3 игрока. 2 из Бельгии и 1 из Ирана. Давайте их добавлять. Ребята, и вот она самая непредсказуемая группа H с моей точки зрения. И здесь у нас идет Испания и Уругвай. Это уже очень тяжело. Потом Саудовская Аравия умеет удивлять, да, вспомним победу над Аргентиной. И мне кажется, что здесь борьба за выход будет очень-очень плотной. Ну что, давайте посмотрим, какие игроки из этих команд мне попались. И как раз по одному игроку из моих одних из самых любимых команд – Испания и Уругвай. Очень жалко, что всего лишь по одному игроку. Мне бы хотелось, чтобы эти команды у меня заполнились как можно быстрее. Давайте их наклеим. Итак, а мы с вами идем дальше. И следующая группа у нас Франция, Сенегал, Ирак и Норвегия. Но мне кажется, что здесь очевидно, что я буду болеть, конечно же, за Францию. И во Франции мне попалось целых 2 игрока, а также еще 1 игрок из Норвегии и целых 3 из Сенегала. Давайте их скорее наклеим. Ребята, ну а дальше идет группа с одной из моих самых-самых любимых команд и, возможно, за которую я буду болеть больше всего. Это Аргентина, которая идет в одной группе вместе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Давайте посмотрим, что мне попалось. Очень хорошо, что мне попался хотя бы 1 стикер из Аргентины. Это не Месси, но ничего страшного, Месси мне обязательно попадется. 1 игрок из Алжира, целых 2 игрока из Австрии и 3 игрока из Иордании. Мне кажется, это единственная команда, в которой мне попалось хотя бы по одному игроку из каждой страны. Давайте их добавлять.
Ребята, и завершающие у нас две группы, это группа К и группа Л. В группе К у нас Португалия, Конго, Узбекистан и Колумбия, а здесь у нас Англия, Хорватия, Гана и Панама. Давайте смотреть. Да, как раз в группу К у меня ушла одна из блестяшек, это эмблема Колумбии, и также из Колумбии еще два игрока. Один игрок из Узбекистана и оставшиеся из Конго. Давайте их добавлять. Ребята, и финальная группа с представителями всех 4 команд. Это Англия, Хорватия, Гана и Панама. Кстати говоря, я прочитала, что многие фанаты называют именно эту группу L скрытой группой смерти, потому что здесь нет слабых команд и борьба будет очень жесткой. Давайте добавим этих игроков. Ну что, ребята, все наклейки, которые попались в этом обзоре, мы с вами уже приклеили, но это не финал альбома. Также у нас есть история чемпионатов мира, и я поднесу поближе. Можно посмотреть. Здесь будут фотографии команд разных годов, а также игроки, которые забивали на том или ином чемпионате больше всего голов. Итак, вот такие вот красочные листы. И в завершении у нас будут еще дополнительные стикеры, которые, я и думаю, как раз будут экстра. Но здесь нам тоже пока что ничего не попалось, но думаю, что попадется обязательно в следующие разы. Даже не представляю, как будет закрываться альбом после 1000 наклеек, вклеенных сюда, но мы это с вами обязательно все увидим и пройдем этот путь вместе. Пожалуйста, ставьте лайки, обязательно напишите, за какую команду вы будете болеть, а мы с вами будем продолжать собирать эту коллекцию. Всем отличного коллекционирования и пока-пока!